Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня разработчики анонсировали очередной тест новой карты Sanhok, и в сеть попалась секретная информация о следующем обновлении. Что касается новой карты, это будет уже 4-е тестирование, как и предыдущий раз, оно будет доступно всем игрокам, у которых есть папка в Steam. Чтобы в нем участвовать, просто скачайте экспериментальный клиент из своей библиотеки игр. Тестирование продлится с 1 июня 5 часов утра по 4 июня 2 часов дня по московскому времени. И возможно, если все пройдет хорошо, оно будет последним. После чего разработчики примутся за финальные доработки и, как обещали, к концу июня выкатят карту на релиз. Но как принято у PUBG Corporation, доработки карты продлятся и после введения ее на основу. Все же большинство обратной связи от игроков придет именно тогда. Что конкретно изменится на карте, разработчики почему-то не сообщают, но возможно информация появится ближе к открытию теста, так как я очень сомневаюсь, что кроме работы с текстурами за месяц разработчики больше ничего не сделали. Лично мне хотелось бы увидеть первые итерации тук-тука либо новую пушечку, но как мы помним, их появление обещали только через месяц после релиза карты. А вот кусочки 14-го обновления PUBG каким-то непонятным образом утекли в сеть и всплыли на одном из вьетнамских форумов. Тут вообще шок-контент. Правда, стопроцентных гарантий, что все будет именно так, никто пока дать не может. Но в комментариях под этим патчноутом комьюнити-менеджеры не отрицают данных изменений, а даже наоборот подбадривают людей. В общем, давайте обо всем по порядку. Во-первых, изменения коснутся всех гранат. Наиболее масштабно это отразится на слеповых и на коктейлях Молотова, благодаря чему они станут эффективнее. Слеповые гранаты теперь будут не только лишать врага зрения и звука, а еще и ухудшать его стрельбу. Но что самое интересное, добавили индикатор, который будет показывать, повлияла граната на врага или нет. На представленной картинке можно увидеть, по какому принципу будет действовать флешка. В случае, если вы смотрите прямо на нее с углом обзора до 100 градусов, то эффект будет наноситься на расстоянии 20 метров. Если успеваете отвернуться, то на расстоянии 5,5 метров. А вот как реализован индикатор, к сожалению, пока не показали, хотя очень интересно. Коктейль Молотова получит увеличенный дэмэдж, в особенности от самого горения игрока. Если говорить в цифрах, то теперь он будет 12,5 единиц в секунду вместо 10, как было раньше. Плюс эффект от горения будет суммироваться, если вы загорелись и продолжаете стоять на огне. Помимо этого, коктейль еще получит способность гореть не только в плоскости земли, но и вдоль стен. Возможно, добавление еще каких-либо побочных эффектов, но это не точно. Обычные боевые гранаты также стали опаснее. Смертельный урон теперь может быть получен на расстоянии 3,5 метров, а не 2,6, как было раньше. Средний урон будет наноситься на расстоянии до 8,5 метров, а слабая зона поражения составит 11 метров от точки взрыва. Эффект оглушения теперь тоже будет зависеть от расстояния до игрока и может варьироваться от 1 до 5,5 секунд. Во-вторых, изменения коснулись оружия. М24 больше не будет выпадать с аирдропа, теперь мы сможем найти ее в обычном мире, как и коряк. Но не все так сладко, как кажется, все же разработчики у нас относительно адекватные люди и нарушать баланс игры бы не стали, поэтому урон выстрела снайперки был уменьшен более чем на 10%. Если раньше он составлял 88 единиц, то теперь это всего лишь 79. К слову, у коряка он 72, так что можно сказать сбалансировали. У Скорель уменьшили отдачу, что, как по мне, правильно, и, наверное, теперь они с Эмкой точно будут наравне. Хотя мне Скарчик почему-то всегда симпатизировал больше. Увеличили спавн Вектора, теперь он будет встречаться так же часто, как Юм. И еще спавн немного увеличился у скорострельных снайперок. А вот все три новые рукоятки подверглись корректировке. Как я понял, они будут менее эффективны при возвращении прицела в точку выстрела, но зато будут более эффективны при быстрой стрельбе. В-третьих, добавлен новый античит. Теперь при входе в игру он всегда будет спрашивать, в каком режиме запускать игру, в безопасном либо в режиме совместимости. И если честно, я не очень понимаю, зачем это нужно, но думаю, когда выйдет официальный патчноут, нам все подробно расскажут. В-четвертых, обещают улучшить производительность, реализовав часть из тех обещанных планов, которые я рассказывал вам в одном из предыдущих видео. Ну и еще парочку изменений можно отнести к прочему. Звук самолета с аирдропа будет немного уменьшен, а в настройках появится функция включения-выключения объемного звука. Не говоря уже об остальных исправлениях всяческих ошибок.
В общем, вот такие дела. Пишите в комментариях, что думаете насчет М24 и остальных изменений, ставьте лайк за интересную информацию и подписывайтесь на канал. Еще немного осталось добить до 50 тысяч и устроить какой-нибудь интересный розыгрыш. Всем большое спасибо, что смотрите, удачи, пока-пока.